К музыке как к занятию, которое вот наполняло бы мою жизнь, я пришел очень поздно. Хотя всегда к ней тянулся. И когда мне было 6 лет, мы жили за границей, и папа мой стал покупать пластинки, среди которых было очень много всякой ерунды, совершенно непригодная какая-то там поп-музыка немецкая. Но потом он вдруг притащил Жан-Мишель Жарра, вот, «Oxygen». И тогда вот со мной что-то случилось такое. Я ему сказал: папа, это космическая музыка. Он повеселился. С того момента я как-то помню свой интерес к такому синтезированному звучанию. Но потом, в общем, как-то не было ощущения, что музыка это будет что-то, чем я буду заниматься. И я ею и не занимался до тех пор, пока не сходил впервые в клубы. Это тоже было в Германии, это примерно 93-й год, мне было 23. И там я услышал, конечно, что-то совершенно для себя неведомое. Это был немецкий транс. Причем немцы тогда именно в транс-музыке, они были достаточно передовыми людьми, потому что, насколько я понимаю, они были первыми, кто пошел вот со своими инструментами вот в жирные студии, где стоят многодорожечные двухдюймовые ленты, магнитофоны, большие пульты, там, реликтовые компрессоры, и вдруг, да, у них появились барабаны, вот бочка, ее можно просто пальцем было потрогать, вот настолько она была хорошо сделана. И мне захотелось вот научиться делать так же, и, собственно, это был толчок для меня, чтобы получить образование звукорежиссера. Мы, люди западной музыкальной культуры, мы живем вот в парадигме рояля, да, на котором 7 квинт – это тот же интервал, что 5 октав. На самом деле, конечно, это не так. То есть для того, чтобы можно было на рояле вот так вот легко перемещаться из гармонии в гармонию, был вот принят еще во времена там Веркмайстера и Баха вот этот вот стандарт, который, в общем-то, работает с приближениями. То есть если это сказать понятным языком, вот на фано любой мажорный аккорд, там интервалы растянуты, то есть он на самом деле шире, чем он был бы с точки зрения чистой пифагорейской математики, да? И наоборот, любой минорный аккорд, он как бы сужен от математически чистого. И как-то тоже стало интересно попробовать, что существует другое, а оказывается, что другого существует гигантская масса, начиная там от разных народных, от разной народной музыки, ну, например, вот балинезийская музыка гамелан, ее невозможно сыграть на фано, там совершенно другой строй. И таких примеров много, и западные композиторы этим увлекались и увлекаются, такие очень уважаемые и даже легендарные люди, как Венди Карлос, например, или Терри Райли. Вот Терри Райли, у него в какой-то момент появилось электропиано, где можно было каждую ноту подстроить. И он просто брал вот разные системы строя. Там можно, например, октаву разделить не на 12 равных шагов, да, а, например, там условно говоря, там, на 46, да. И он это делал, и потом показывал какие-то пьесы. И для слушателей это было и ново, и свежо, и необычно, и непонятно. И хотелось спросить: да там же тебя не строят ничего. Но когда послушаешь это подольше, понимаешь, что в этом есть некая система, да, которая просто вот отлична от того, к чему мы привыкли. И меня это очень интересует сейчас. Мне больше нравится словосочетание алгоритмическая композиция. Интересное действительно поле, в том числе и для меня, и мы видим действительно, что это происходит, это сейчас как бы вышло немножко снова
на передний план, ведь алгоритмическая композиция, она не столь нова, просто сейчас появились совершенно другие для этого инструменты, да, вот в том числе и в Еврорек формате. Пока вот то, что сейчас как бы является таким передним краем этого всего, это так называемые нейросети. Но они ведь работают как? Вот у меня приятель, он занимается этим, он мне объяснил, он говорит, что для того, чтобы нейросеть обучить, ей нужно показать миллионы примеров, а лучше десятки миллионов. Традиционный композитор, он каждое событие, он решает, где, какое происходит, в какой момент, пишет какой-то инструмент и так далее, да. А в алгоритмической композиции это не совсем так. У меня просто есть устройства, которые генерят события, которые, может быть, его сгенерят, а может быть, его не сгенерят. Я добавляю второй голос. Добавим дилейчик. И подыграем. Можно добавить какой-то перкуссивный голос. И поиграем. И если мне повезет, то можно получить что-то, что потом можно использовать как хук или лид-голос. Ну, а если не очень повезло, значит, надо еще порубиться. Да, до тех пор, пока получится что-то красивое или что-то полезное. Вот как-то так. Я хотел, вот то, что я слышал в клубах, да, сделать что-то похожее дома. И вдруг выясняется, что, ну не вдруг, а на все на это ушли годы, что оказывается, чтобы сделать годную бочку, тебе нужен определенный инструмент. И вот только такой там, или вот такой, либо такой. Чтобы сделать там баслайн, ну, допустим, да, вот MS-404 там пригодный. Для того, чтобы сделать еще что-то, тебе нужно еще что-то. Для того, чтобы
Все это, значит, секвенсировать, тебе нужен там Cubase на Atari, да, а у меня не было Atari. Ну, то есть это вот все тогда начиналось, и тут можно рассказать какие-то и смешные истории, там, не называя имен, что какие-то мои приятели, они, ну вот, тоже, значит, московские, хотели, они поняли, что нужны какие-то специальные машинки, вот, и оказавшись, значит, в Лондоне, побежали в магазин, и они только знали, что это называется Roland, ну, и примерно, значит, знали, как это выглядит. Но, в общем, вместо 303 купили 606, и оказалось, что это совершенно как бы другая машина. Вот, они очень расстроились, но потом, в общем, оказалось, что 606 тоже пригодна просто для других задач, и так вот было во всем. Ну, к чему я это говорю? Что это вообще вот та ситуация музыкального продакшена и звукозаписи, которая была еще в середине 90-х, тебе нужен был гигантский арсенал вообще всего, чтобы сделать что-то годное. И ни у кого такого не было. Не было магнитофонов, которые дорого стоили, не было пультов. И это стало сдвигаться очень медленно в нужную сторону. Вот когда появились первые компьютеры Apple, по-моему, 8100 он назывался, и версия Logic 2.5, которая могла, о боже, писать 4 моноканала в компьютер. И это была вот для домашнего рекордиста, это была просто невероятная революция, потому что можно было, да, что-то записать, потом еще что-то записать, потом, значит, это сбаунсить, ну, то есть смикшировать, соединить там же в программе, это же, значит, убрать на 2 трека, получить снова свободные 2 и так дальше. И примерно в это же время появились довольно мощные сэмплеры, появились сэмплеры Akai, и появился сэмплер-эмулятор, вот, который тогда делал Dave Rossum, которые тоже могли это делать, которые могли, ты мог брать какие-то кусочки записи, там, вокальные какие-то кусочки, или там баслайн, или еще что-то, или барабанный луп, положить это на клавиши, значит, с помощью MIDI-секвенсора что-то на этом сыграть, после чего сэмплер мог сэмплировать свой выход. И этот выход ты мог снова назначить как бы на клавишу и двигаться дальше, и вот так вот наслаивать. Насколько я понимаю, да, что вот пионеры там Чикаго и Детройта, они вот это делали очень активно, как только у них появились сэмплеры. И вот тогда, конечно, произошел вот этот вот технологический взрыв, как это вообще часто бывало в музыке, да, вот появляется новый инструмент, и все как бы дальше совершенно не так, как раньше. И вот то же самое случилось и с электронной музыкой, собственно. Это же вот вечная дискуссия цифра, аналог, цифра, т.д. Сейчас это некий маятник, который качается вот из одной стороны в другую. Потому что вот у меня есть Еврорек, модульные синтезаторы. Очень интересно, и это действительно вот как бы такая квинтэссенция аналога, потому что все, да, находится в состоянии электричества, и как только ты имеешь дело с электричеством, ты можешь кучу всего с ним сделать. Ты можешь его усилить, ты можешь его, наоборот, там, ослабить, ты можешь его разделить, ты можешь его умножить, ты можешь его разделить на несколько потоков, ну и так далее. Цифра работает по-другому, но в цифре есть очень тоже интересные возможности. Ну, наверное, для меня самое интересное, что я сейчас вижу, это люди, те, которые могут немножко программировать, они, используя систему программирования Max, то, что раньше называлось Max MSP, сейчас это просто называется Max, они программируют какие-то устройства. Это целый мир. Там книги написаны, там есть куча обучающих курсов и в Стэнфорде, и на Ютубе, и платные, и бесплатные, и чего только нет. И там можно построить секвенсоры, там можно построить эффект-процессоры, там можно построить какие-то записывающие устройства, можно построить сэмплеры, которые могут управляться вообще чем хочешь. Хоть смс-сообщениями,
хоть телефонными звонками, хоть какими-то MIDI-сообщениями. И дальше, что совершенно замечательно, эти устройства можно сконвертировать в устройство, которое в виде эффекта подгружается в Ableton, да, вот это вот M4L, Max 4 Live. Это целый мир, он живет, и очень много энтузиастов каждый день делают новые такие вот вещи, в том числе и для алгоритмической композиции, да. Прекрасные совершенно вещи, и вот невозможно замкнуться в аналоговом мире и сказать, вот цифра неинтересна, вот в аналог, вот он жир, вот она жизнь, я буду только там. Это все время какой-то маятник, который качается в ту или в другую сторону, у кого-то медленно, у кого-то быстрее. И у меня это тоже происходит. Человек, он сначала всегда испытывает какую-то опаску на фоне каких-то достижений и прогресса, да, а безопасно ли пользоваться мобильным телефоном, а там еще что-то, а безопасно ли там с головой уходить в интернет, еще что-то. Это с непривычки, но потом почти всегда опасность отступает, и вот желание получить новые возможности, оно настолько сильнее. И, конечно же, у нас появится и вот то, над чем Илон Маск сейчас трудится, вот нейролинк, да, и какие-то бионические приспособления. Это все обязательно будет, потому что как только люди увидят или попробуют, что с этим можно делать, в том числе и в творческих каких-то, да, занятиях. Ну, представьте себе на секундочку, что вот не нужны никакие эти пэтч-кабели, а ты просто, так сказать, перед каким-то своим внутренним интерфейсом совершенно с другой скоростью, с другой совершенно степенью произвольности начнешь соединять какие-то вещи, говорить, вот я хочу, чтобы это было соединено с этим, а это с этим, это бы управляло этим, а это этим. И это будет просто взрыв. Это обязательно будет. Это обязательно будет.